Мне в комментариях к прошлому видео, где я показала абсурдность эволюции, сослались на некоего биолога, мол, он уже давно ответил на все вопросы и вообще в 2 счета разнесет мою логику. Посмотрим. Вот вы, биологи, нам пытаетесь вставить в упрек, что мы считаем, что мир создал Бог. А вот вы рассказываете, что вот на камне миллион лет лился дождь, и вдруг появилась жизнь. Говорит, что более глупо выглядит. Вот хотелось бы послушать аргументацию против этого тезиса. Действительно, звучит странно. Ну, на камне миллион лет лился дождь, и появилась жизнь из ничего, из неживого. Хорошо, если вы считаете, что сложная штука, жизнь слишком сложная, чтобы не получиться самостоятельно, ее должен был создать Бог, а Бог сложнее любых живых организмов, да? Он же, вероятно, всемогущий, всеведущий. А он-то тогда откуда взялся? Его что, еще кто-то более сложный создал, простите? Я спрашиваю, как жизнь возникла из нежизни? Мне отвечают, а кто создал Бога? Это не ответ на вопрос, это смена темы. Вопрос был не о Боге, вопрос был о механизме абиогенеза. Когда ответ есть, обычно отвечают, они объясняют, почему у собеседника тоже есть сложные вопросы. У меня есть вопросы, на которые я не знаю ответа, но я не использую их как ответы на чужие вопросы. Вообще его аргумент предполагает, что любое объяснение должно иметь объяснение, а то объяснение тоже должно иметь объяснение, и так до бесконечности. Вопрос, что было до этого, можно задавать бесконечно в обе стороны. Поэтому давайте хотя бы сравнивать ответы на одном уровне. Мой ответ – жизнь возникла по разумной причине, его ответ – жизнь возникла из неживой материи. Вот эти две версии и нужно сравнивать между собой, а не делать вид, что одна обязана объяснить вообще все мироздание, а другая может ограничиться фразой «ну как-нибудь само получилось». Сначала нужно выйти на тот же уровень, а для этого придется ответить на вопрос, как жизнь появилась из нежизни. А если таки пойдем на уровень глубже, кто создал Бога, этот вопрос не приблизит Никитина к пониманию того, как неживая материя превратилась в первую живую клетку. Одна нерешенная загадка не приведет к решению другой, а пока загадки остаются нерешенными, давайте их такими и преподносить. Не преждевременно ли было пихать теорию эволюции на пол учебника биологии, когда ответить на вопрос о жизни из нежизни не получится без увиливаний? В то время как идея Бога как объяснение происхождения жизни в учебниках биологии занимает 0 страниц. Странный способ преподносить спорные вопросы. Тем более, что я скорее на стороне второго закона термодинамики, который указывает на Бога. Как все-таки на современном научном уровне рассматривается абиогенез? Мы имеем однозначный ответ, как это произошло? Мы имеем однозначные ответы на некоторые части того, как это произошло. Потому что это произошло давно, порядка 4 миллиардов лет, и не очень оставило прямых следов. Стоп, это же совершенно разные вещи. Знать отдельные фрагменты процесса и иметь объяснение всего процесса – это не одно и то же. Если бы ответ существовал, он бы звучал так: да, мы знаем, как это произошло. Страшно здесь не отсутствие ответа, а что отсутствие ответа преподносится как наличие ответа. Именно в этот момент поиск истины закончился и началась защита официальной версии. То есть первый раз был уход от вопроса, второй раз ведущий намеренно вернул к исходному вопросу и попросил дать прямой ответ и получил фактическое признание того, что полной картины происхождения жизни у современной науки нет. Моя претензия не в том, что кто-то чего-то не знает, а в том, что не следовало бы рассказывать публике, что вопрос в целом уже решен. Я лишь требую одну скромную вещь, чтобы отсутствие ответа не выдавали за ответ. Вот. Но по косвенным признакам мы можем сказать, что, во-первых, колыбель жизни — это была маленькая теплая лужица около вулканов, то есть в ландшафте, которым напоминает там современную Камчатку или Исландию, или Йеллоустоун. Вот. Второе, что жизнь зародилась на свету. Биолог, наконец, вроде начинает отвечать на вопрос. Только вот вопрос был не где это произошло, а как это произошло. Первый ответ был риторической уловкой, второй — признанием того, что полного ответа нет, и третий — ответом на какой-то другой вопрос. Если я спрошу его, как появилась газовая турбина, он ответит: ну, скорее всего, где-то в теплом цеху, и, возможно, там рядом был склад металла, и еще там светило солнце. Нет, турбину создали, и жизнь создали. Значит, для того, чтобы шла биологическая эволюция путем мутации естественного отбора, мы знаем, что она точно может делать более сложное из более простого. Ну, вроде именно это и является предметом спора.
Или нам в качестве доказательства эволюции приводят эволюцию? Предположение внезапно становится доказательством. Вывод известен до начала рассуждений. Эволюция верна, потому что эволюция умеет делать то, что, как предполагается, делает эволюция. Эволюция доказана, потому что без эволюции эволюция не работала бы. Железобетонно. Вот это я называю нашим добрым школьным образованием. Меня просто двоечница называют, хотя у меня серебряная медаль и гора стипендий. Но я не доучила, что предположение может служить доказательством самого себя. И больной вопрос в том, как получить минимальную, простейшую, самовоспроизводящуюся единицу. Потому что клетка это может, но клетка довольно сложная. Клетка слишком сложная, чтобы получить ее случайной самосборкой. И оценки Фреда Хойла, что это примерно так же маловероятно, как Боинг на мусорной свалке собрать ураганом, они скорее справедливы. То есть давайте зафиксируем. Боинг ураганом собрать нельзя. Клетку случайно тоже собрать нельзя. Но вывод почему-то остается прежним. Обычно после признания объяснения несостоятельным меняют объяснение. Но здесь возникает неудобная проблема, потому что следующее очевидное объяснение «Бог» многим не нравится. Поэтому случайная самосборка, хотя и считается крайне маловероятной, однако отказываться от нее вовсе не спешат. Поэтому абиогенез явно должен был идти каким-то другим путем, явно должен был выйти на уровень дарвиновской эволюции, то есть самовоспроизведения, размножения, на чем-то более простом, чем клетка. А что у нас более простое, чем клетка и способно к дарвиновской эволюции? Ну, нуклеиновые кислоты. Вирусы. Сейчас конкретно прям вирусы. Сначала биолог честно признает, что клетка слишком сложна, чтобы возникнуть случайной самосборкой. Но вместо решения проблемы происходит ее перенос на уровень ниже. То есть вопрос был, как появилась клетка. Ответ биолога – клетка слишком сложна, поэтому сначала появилась не клетка, а что-то более простое. Тогда возникает следующий вопрос, а как появилось это что-то более простое? Проблема случайного возникновения не решается, а просто переносится с одного на другое, переезжает в другую часть схемы. Вопрос о любой предложенной ими самовоспроизводящейся системы не отвечен. И неважно, что такие биологи выдумывают в качестве такой системы, вирусы, РНК или что-либо еще, перестановка декораций не решает проблемы. Вопрос остается тот же. Откуда взялась первая система? Было обнаружено, что РНК тоже могут работать ферментами, катализаторами химических реакций. Более того, рибосома, машина, собирающая белки, она работает как раз за счет РНКового катализа. И дальше Михаил 10 минут рассказывает, какая РНК замечательная, какими функциями она обладает, и как ученые уже 30 лет пытаются воспроизвести ее в лаборатории. Но вопрос ведь был не в том, что умеет РНК. Вопрос был, откуда она взялась. Мы спрашиваем про происхождение. Нам предлагают техописание, и, честно говоря, в него я тоже не верю. Мне предлагают поверить в объект, происхождение которого неизвестно, существование которого не показано, самовоспроизведение которого нигде не воспроизведено. Вот эта гипотетическая жизнь получила название «Мир РНК», из 90-х годов ее в лаборатории пытаются воспроизвести. В основном в самом простом варианте единственные молекулы РНК, способные делать собственную копию. Но пока безуспешно. Полного такого радикального успеха на этом пути нет, но прогресс есть, и я так рассчитываю, что в ближайшие лет 10 эту тему добьют. То есть после 30 лет безуспешных попыток ответом на сегодняшний вопрос стала надежда на то, что этот ответ когда-нибудь появится. Если честно, это не ответ, это аванс. Между «мы знаем» и «надеемся узнать в ближайшие 10 лет» все-таки существует довольно заметная разница. Особенно, когда эти 10 лет обещают уже несколько десятилетий. Разница настолько заметная, что в инженерии ее обычно называют отсутствием результата. Пришла бы я такая к нашему заказчику в Эмиратах и сказала: турбины пока нет, но мы надеемся в ближайшие 10 лет ее добить. И если у нас аминокислот в наборе было не 20, а меньше, а скорее всего сначала их было меньше, то и без матричной РНК можно было получать какие-то воспроизводимые, еще не белки, но уже пептиды. Биологическая, историческая фантастика. Скорее всего, сначала их было меньше. Можно было получать еще не белки, но уже пептиды. То есть мы снова не наблюдаем процесс, а слушаем реконструкцию того, как все могло бы быть, если принять, что оно вообще было. Сначала уменьшаем сложность, потом добавляем «скорее всего», и вот перед нами наука. Хотя я бы назвала это научничеством.
Маскировка отсутствия ответа все более подробным рассказом о том, как могла бы работать система, происхождение которой не доказано. Чем больше деталей, тем легче забыть, что вопрос так и остался без ответа. Во-первых, когда мы говорим о мире РНК, мы можем уже говорить о том, что это жизнь. Ну, то есть, как бы вот плавают там эти РНК-цепочки, они уже жизнью Я бы сказал, называются. что если дарвиновская эволюция есть, то значит это уже жизнь. Происхождение жизни объясняют через эволюцию, а потом жизнь определяют через способность к эволюции. Эволюция вновь доказывается эволюцией. Эта клоунада настолько очевидна, что я искренне надеюсь, что вижу ее не только я. В системе, далекой от равновесия, Мгм. возможно уменьшение энтропии. Более того, как там показал уже после Пригожина, дальнейшее развитие, если там через открытую систему идет достаточно сильный поток энергии, там обязательно будет уменьшение энтропии, обязательно будет упорядочивание в той или иной форме. Второй закон термодинамики. Если система открытая, то в некоторых ее частях энтропия может уменьшаться из-за притока энергии извне. Но в целом суммарная энтропия всей системы все равно растет. А если суммарная энтропия растет, значит когда-то она была меньше. Если она была меньше, значит когда-то было начало. Если было начало, его кто-то положил, поскольку энергия не возникает из ничего. Да, зачем они такие существуют, неравновесные-то? Потому что могут. Ни зачем. Вот. Потому что могут, после всей его предыдущей тирады выглядит как капитуляция. Биолог может написать трактат на 500 страниц, чтобы потом выдать фразу, которая уместится на магнитике для холодильника. Ну и, собственно, да, история про то, что, значит, что это все создано кем-то целенаправленно при помощи такого инструмента, как эволюция. Вот как вам такой довод? Целенаправленно при помощи такого инструмента, как эволюция, что типа поставил начальные условия, запустил, а дальше оно само. Да? Ну, это непроверяемо и неопровергаемо. Что, как мы проверим, кто ставил начальные условия? Ну, Может, мы он ж- вообще существует в другом пространственно-временном континууме, из Большого взрыва нашему миру мировые константы настроил. Как мы за пределы нашей Вселенной выйдем и проверим? Никак. То есть начали с рассказа о том, как все возникло само, а закончили обсуждением того, кто мог задать начальные условия. Проблема в том, что это два разных объяснения, и одно противоречит другому. Нельзя одновременно утверждать, что проектировщика не было, и затем обсуждать, как проектировщик настроил проект перед запуском. Опять риторическая уловка, когда кладут в одну корзину два взаимоисключающих тезиса. Если начальные условия кто-то задал, то это уже не само. Если все возникло само, то задавать условия было некому. С логикой биологи вообще дружат? Или лишь бы Бога не было, остальное можно дорисовать по ходу рассказа?